В этом видео я покажу, как новичку, вне зависимости от текущего уровня знаний и результатов на финансовых рынках, достичь стабильности и системы. Понимаешь, проблема, по которой, возможно, ты все еще не вышел на прибыль, заключается в том, что ты работаешь не с первопричиной движения цены, а с внешними факторами. Что я имею в виду? Когда ты используешь индикаторы, либо трендовые линии, они могут быть прекрасными внешними факторами для того, чтобы работать с ценой любого актива, но они не являются причиной движения цены. Цена не движется для того, чтобы пробить трендовую линию, и цена не падает, когда RSI находится в перепроданности. Это так не работает. Если задуматься глобально, то единственная причина, по которой рынки вообще движутся, это для того, чтобы забрать деньги у одной рыночной стороны и передать их другой рыночной стороне. Чаще всего забрать деньги у простых розничных трейдеров и передать их крупным игрокам и институтам, которые пришли сюда с намного большим капиталом и количеством информации для того, чтобы вас переиграть. Поэтому вам нужно сфокусироваться не на том, чтобы искать трендовые линии и паттерны на графике, которые, возможно, дают вам какую-то вероятность отработки, но не являются первопричиной, поэтому не дают ее с максимальным шансом того, что ваша сделка закроется в прибыль. Вместо этого сфокусируйтесь на том, чтобы понимать рынки и понимать, зачем они движутся. Только что мы обсудили, что рынки движутся за тем, чтобы забрать ликвидность у одной стороны, то есть забрать деньги у одной рыночной стороны и передать их другой. Как это обнаружить на графике? График, который обозначен здесь по британскому фунту, движется именно по такой логике. Любой актив, любой рынок, форекс, крипта, индексы движется именно так. Он движется за тем, чтобы забирать ликвидность и заполнять зоны неэффективности. То есть, по факту, задача любого актива – это передать деньги от одной стороны к другой. Как он это делает? Давай зададимся простым вопросом. Где на графике находятся стоп-лоссы большинства розничных трейдеров? Потому что именно их стоп-лоссы – это и есть деньги, это и есть ликвидность. Скорее всего, ты прекрасно понимаешь, что стоп-лоссы люди обычно прячут за уровень поддержки, либо уровень сопротивления, или какой-то локальный максимум, либо минимум. Именно это и является точками ликвидности на графике. То есть любой локальный максимум либо минимум, который ты можешь увидеть здесь, является точкой ликвидности, за которой находятся стоп-лоссы большинства, то есть возможность для крупного игрока. Давай отвечу на вопрос, который, возможно, у тебя сейчас возникает. А зачем крупному игроку вообще забирать стоп-лоссы большинства? Рынок — это не бесплатные деньги, и для того, чтобы в рынке кто-то заработал, кто-то обязан потерять, и именно поэтому крупный игрок, предполагая, где находятся стоп-лоссы большинства, может умышленно заводить цену в эти зоны для того, чтобы реализовать свои позиции. Условно, давай представим все на примере биткоина. Приходит крупный игрок в рынок, он хочет купить биткоин на $1 миллиард. Сейчас цена биткоина составляет $58 тысяч. Но по $58 тысяч никто не хочет продавать ему биткоинов на 1 миллиард, потому что должен быть продавец для того, чтобы он смог купить эти биткоины. Соответственно, что он может сделать? Он может привести рынок в нужные условия для того, чтобы люди продали ему эти биткоины. То есть снять их стоп-лоссы. Снимая стоп-лоссы лонгистов за локальными минимумами, он сможет активировать их ордера на продажу, потому что стоп-лосс лонга – это ордер на продажу. Активируя ордер на продажу, он может сделать свою покупку. То есть это делается для того, чтобы крупный игрок элементарно имел возможность поучаствовать в рынке. По-другому рынки не могут двигаться и быть эффективными для торговли институтами. А, как вы, наверное, уже поняли, институты и крупные игроки занимают большую часть этого рынка и выигрывают с наибольшей вероятностью. Поэтому давай сфокусируемся на том, чтобы понимать точки ликвидности. Тебе нужно научиться определять снятие ликвидности и ставить стоп-лоссы именно за них. Допустим, тренд движется вниз. Когда тренд движется вниз, вне зависимости от того, каким методом ты торгуешь, твоя основная задача – это следовать ему. Ты просто заработаешь больше и легче. То есть элементарно ты заработаешь больше денег, и это будет гораздо легче для тебя. То есть нам стоит торговать приоритетно в шорт. Как это делать? Нужно дожидаться, когда будут происходить снятия локальных максимумов, то есть ликвидности за ними, и цена будет возвращаться ниже, для того, чтобы открывать шорт-позиции вместе с крупным игроком. Давай посмотрим на пример. К примеру, здесь цена движется вниз. Очень важно понимать, что когда цена импульсно обвалилась вниз, вам не нужно стремиться сразу ее догнать, потому что, скорее всего, после фазы такого расширения и манипуляции будет фаза консолидации, в которой рынки будут плюс-минус двигаться в боковике. После того, как они подвигались в боковике на протяжении некоторого времени, они, скорее всего, снимут ликвидность с одной из сторон рынка, забрав ликвидность розничных трейдеров. После того, как это случается, рынки продолжат движение по тренду. Соответственно, в чем будет заключаться твоя задача? Твоя задача в том, чтобы определить тренд
определить ликвидность и после того, как ты увидел снятие ликвидности, заходить в шорт-позиции. К примеру, здесь ликвидность можно обозначить у этого локального максимума. Именно за него большинство трейдеров прятали свои стоп-лоссы. Стоп-лоссы за этим локальным максимумом – это ордера на покупку. Любой локальный максимум – это ликвидность на покупку, а локальный минимум – это ликвидность на продажу. То есть, сняв этот локальный максимум, цена активировала ордера на покупку. И здесь стоит задаться простым вопросом. Если, снимая этот локальный максимум, мы активировали ордера на покупку, но цена все равно среагировала и пошла вниз, почему это случилось? Ну, вероятнее всего такое случается, потому что кто-то использует эти ордера на покупку для ребаланса своих продаж. То есть кто-то взял эти ордера на покупку и благодаря ним заполнил свои продажи. Только из-за этого после снятия ликвидности рынок пошел вниз. Именно после того, как ты увидел, что он идет вниз, возможно, там переключился на младший таймфрейм, увидел слом структуры или какую-то из моделей, которую я обучаю здесь в своем YouTube-канале, в других видосах, ты можешь заходить в шорт-позицию. Стоп-лосс выгоднее и эффективнее всего всегда устанавливать за снятую ликвидность. Потому что это зона, с которой цена уже работала, и у нее будет минимальный интерес для того, чтобы туда возвращаться. То есть это такая защищенная точка, за которую ты можешь прятать свои стоп-лоссы. Но Take Profit ты можешь ставить на обновление локального минимума, который еще не работал с ликвидностью. Следуя этой логике, ты сможешь присоединяться к сделкам крупного игрока, ставить свои стоп-лоссы более эффективно и заходить только после того, как увидишь признаки входа крупного капитала, увеличивая свой вин-рейт. Это первый инструмент, который будет наиболее важным в твоей торговле. Второй инструмент – это имбалансы. Давай посмотрим на этот промежуток на графике. Здесь ты видишь вот эту вот большую свечу вниз, которая расширяется вниз. Мы видим также, что есть свечи по бокам. Для того, чтобы обнаружить, что здесь был имбаланс, нам нужно обратить внимание именно на боковые свечи, которые стоят по бокам вот этой большой нисходящей свечи. Они должны не пересекаться друг с другом, создавая вот эту вот зону, которая и является имбалансом. Если ты обратишь внимание, такое на рынке случается не всегда. Допустим, здесь не было разрыва, здесь он был. Разрыв между первой и третьей свечой, где вторая выступает большим расширением либо вверх, либо вниз. Это и является зоной имбаланса, которая будет твоей зоной интереса для того, чтобы от нее открывать позиции на продолжение тренда. То есть тебе элементарно нужно найти большую восходящую либо нисходящую свечу и обозначить свечи по бокам. Если ты видишь, что между ними есть разрыв, это и формирует твой имбаланс, от которого ты будешь торговать. Итак, твоя задача точно так же понять общий тренд рынка. К примеру, здесь общий тренд рынка нисходящий. Когда цена формирует за собой имбалансы, это обозначает агрессию продавца в том, чтобы продолжать движение вниз. Тем не менее, имбаланс также является магнитом для цены, потому что называется он имбалансом не просто так. Это нарушение баланса, где успела поучаствовать только одна рыночная сторона, а другая сторона рынка совсем не успела поучаствовать в рынке. Поэтому они возвращаются в эту зону для ребаланса цены и потом уже отпускают цену туда, куда ей нужно идти. То есть элементарно, простым языком. Здесь участвовали только продавцы. Покупателям это не нравится. Поэтому они возвращаются в эту зону на рынке. И после этого, когда они поучаствовали тоже по этим ценам, рынок стал более справедливым, они заполнили эту неэффективность, они опускают цену туда, куда ей нужно идти. Это может быть как вверх, так и вниз. То есть все, что тебе нужно увидеть, это движение, допустим, вниз, формирование имбаланса, его касание, и от касания этого имбаланса ты ищешь позиции на продолжение нисходящей тенденции. Как это было здесь, плюс это синхронизировалось в этом примере с подснятием этого пола ликвидности. Как это было вот здесь, вот после касания этого имбаланса цена ушла ниже. И как это происходит постоянно. Давай найдем еще пару примеров на графике. К примеру, вот здесь ты можешь увидеть формирование множества этих имбалансов. Очень многие новички задаются вопросом. Я вижу вот много имбалансов. От какого из них будет реакция? Как мне определить, от какого из них я хочу торговать? Здесь у нас на часовике 3 имбаланса. И ответ на это очень простой. Торгуй от того, от которого будет реакция. То есть тебе важно увидеть не просто касание имбаланса, но и вход контр-объема, то есть вход объема на продажу в этом примере. В противоположном примере, если бы график был перевернутый, мы шли вверх, то ты бы искал появление объема на покупку для того, чтобы продолжить торговать в лонг. Как искать это появление объема на продажу? Просто переходи на младший таймфрейм и наблюдай за ситуацией там. Когда ты увидишь поглощение 5-минутной свечи, либо инверсию, либо слом структуры, ты можешь заходить в позицию. Здесь цена также сняла этот пул ликвидности и коснулась этого имбаланса. Именно отсюда, увидев реакцию, мы могли заходить в короткую позицию, устанавливая стоп-лосс за снятую ликвидность и take profit на ликвидность, с которой цена еще
не работало. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Если ты хочешь еще более подробно обучиться моей торговой системе, то переходи в мой телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Там я рассказываю обо всем в более практическом формате, делюсь советами, которые, если бы я услышал раньше, сэкономили бы мне кучу времени в торговле, а также провожу живые прямые эфиры, где показываю на практике все то, что рассказываю здесь в YouTube. То есть для того, чтобы практиковаться, рекомендую перейти туда. Будем оставаться на связи. Если видео понравилось, ставьте лайк и в комментариях можете задавать свои вопросы.